Всем привет! Сегодня будет такая довольно-таки интересная тема. Хочу сразу сказать, что я никого не хочу обидеть ни в коем случае. Надеюсь, никого не подгорит. Все тулы, которые я покажу сегодня, они отличные. У меня просто их довольно-таки большое количество. Решил для вас выбрать топ-5 тулов, которые, по моему личному мнению, субъективному, являются лучшими. И расскажу, почему тот или иной тул я поставил на то или иное место. Все тулы представлены сегодня, куплены за мои личные деньги. На протяжении довольно-таки большого количества времени я их собирал. Какие-то мультитулы я продавал, какие-то остаются у меня, какие-то мне нравились, не нравились. У меня сложилось определенное впечатление, что мне нужно от инструмента, поэтому хочу сегодня поделиться своим топ-5. Надеюсь, кому-то будет полезно. Поехали! Начнем мы, разумеется, с конца. Пятое место – это мультитул Laserman Rebar. Пятое место – отличный мультитул на EDC, это Laserman Rebar, обзор на него есть на моем канале. Отличный тул с хорошим набором инструментов. А если докупить ножницы, как у меня, так вообще замечательно становится. То есть нож плейновый, здесь шило, маленькая шлицевая отвертка, большая шлицевая отвертка, это я уже сам докупал, ножницы. Напильник имеет две разные зернистости, здесь пила по металлу. С другой стороны у нас серейторный нож, нож для консервов, также инструмент для снятия изоляции с проводов. Здесь вот такая вот отверточка Philips, на нее можно купить переходник и использовать стандартные биты. И также пила по дереву. Губки кусачек сменные. Отличный тул. Единственный недостаток, на мой взгляд, то, что все инструменты открываются изнутри. И при работе мультитулом, какие-то тяжелые работы, если вы выполняете рукоятки, из-за того, что они полые, начинают немножко наминать руки. А так тул действительно крутой, на EDC отличный вариант. Погнали дальше. Ну а на четвертом месте не менее крутой мультитул. Это уже полноформатный, тяжелый, очень качественный швейцарский мультитул. Это Victorinox Swiss X. Тул офигенный. Четвертое место. Victorinox Swiss X. Это большой, тяжелый, функциональный мультитул. Очень круто ощущается в руке, как качественная вещь, такой монолитный кирпич. Имеет вот такие вот пассатижи с кусачками. Ход очень плавный. Все инструменты доступны только снаружи. Набор инструментов у него очень крутой. Особенно мне нравится вот такое, я еще ни в каком другом мультитуле не видел. То есть 90 градусов и очень удобная линейка. Инструменты все качественно и очень плотненько упакованы. Так, вот там гуси мешают делать обзор. Напильник. Вот такая вот маленькая отвертка, шлицевая, прям очень маленькая. Дальше отверточка Philips. Дальше шило. Шило очень крутое, я им часто работаю. И вот такие ножницы. Ножницы тоже очень классные, удобные. Ну, как и, в общем-то, на всех Victorinox. Сюда вставляется штопор. Я допы сейчас показывать не буду, потому что у каждого мультитула есть еще всякие разные допы, их можно отдельно докупать. Дальше вот такая пила. Тоже пользовался, очень удобно, очень классно пилит. Открывашка для консервов. Открывашка для бутылок, совмещенная с маленькой шлицевой отверткой и с инструментом для снятия изоляции с проводов. Дальше очень классный инструмент, тоже часто пользуюсь. Вот такая вот стамесочка. То есть здесь стамеска и здесь две разные съемки для изоляции. То есть надрезаете изоляцию и снимаете с провода без проблем. Дальше идет вот такая очень крупная шлицевая отвертка. Она же, знаете, как мини-фомка такая, потому что здесь, ну, миллиметр, наверное, 2 толщины. То есть очень такая прочная штука. Можно что-то подковырнуть, открыть, поддеть и не бояться, что она сломается. Ну и далее вот такой вот, в моей версии, это вот такой плейновый нож. Бывают они такие полусерейторные, как, знаете, нож для хлеба. То есть у них бывают разные версии. У меня вот такая. Также мультитулы поставляются, бывает, с трещоточками, либо просто с воротками. У них Victorinox тоже очень качественные. Крутой тул, такой увесистый, с хорошим набором инструментов, прочный, но почему я не поставил его выше? Все очень просто. При такой массе и зашлифованной рукоятке он очень скользкий. Он постоянно мне норовит выскользнуть из руки. Возможно, это проблема моих кривых рук. Поэтому четвертое место Victorinox Swiss X. Ну а на третьем месте я поставил мультитул, всем известный, многими любимый. Это Laserman Charge. В таких вот красных G10 накладочках. На этом месте я бы поставил Wave, потому что мультитулы, в общем-то, абсолютно одинаково, отличаются лишь материалами исполнения.
Ну, третье место – это легендарный Laserman Charge. В моем варианте это исполнение в красном G10. Специально хотел такое что-то понаряднее. G10 такая очень яркая, красиво довольно-таки смотрится. Мультитул очень крутой. У него огромная армия фанатов. Я понимаю, почему. Ну, тот же самый Wave, в общем-то. Давайте покажу инструменты. Съемные губки кусачек внутри. Давайте с внутренних начнем. Открывашка для консервов, такая же, как на Рибаре, инструмент для снятия изоляции, битодержатель для сменных бит, таких вот лезермановских, плоских. В этом ряду все, только два инструмента. Здесь шлицевая отвертка с такими довольно-таки острыми гранями. Какой-то деликатный крепеж я бы и не крутил. То есть деликатный крепеж я обычно использую в Victorinox, потому что у них все отверточки закруглены. Они более так лояльно к крепежу относятся. Этот все-таки может оставлять какие-то замятия. Дальше вот такая часовая отвертка. Если честно, я не знаю, зачем здесь часовая отвертка, потому что крутить такой маленький крепеж довольно-таки все-таки увесистым мультитулом, ну, это моя личная точка зрения, мне кажется, не очень удобно. То есть можно для этой отверточки просто сделать отдельную какую-то ручку, либо купить просто маленькую часовую отвертку и носить отдельно. Просто, ну, место занимает инструмент довольно-таки много. А лично я им не пользуюсь, потому что я предпочитаю такие маленькие тонкие работы делать специальным инструментом, чтобы его не повредить, не мультитулом. Тем более данный инструмент не занимает много места, можно положить отдельно. Ну и далее ножницы. Ножницы такие же, как я поставил на Рибар. В Рибаре ножницы стоят от Wave как раз. Ну, такие маленькие ножнички, какие-то мелкие работы можно сделать без проблем. Что доступно снаружи? Так как это Charge, здесь немножко отличается клинками, ну не только накладками, но и от Wave отличается клинками. То есть здесь есть очень классная штука, стропорез. Я им пользуюсь для вскрытия коробок, чтобы не прорезать что-то, посылку, например, что внутри находится, а удобненько вот так вот подделал и аккуратно вскрыл. Серейтер тоже довольно-таки часто использую для резки картона. Далее пила. Ну тоже вопросов никаких нет, видно, что там она забитая, я и работаю частенько. Пила, в общем-то, ну, они примерно одинаково пили с Victorinox, тут как бы разницы особо никакой нет. То есть пила что та крутая, что эта крутая. Но здесь есть очень классная функция, это алмазный напильник. То есть с этой стороны у нас обычный напильник, а с этой стороны с алмазным напылением. Грызет очень зло, им даже можно поправить какой-то нож или топор. Справляется с этим без проблем. Ну и, конечно же, клинок из стали S30V. Это одно из самых главных отличий, помимо накладочек, от Wave, то, что здесь сталь такая побогаче стоит на клинке. А так, в целом, мультитул абсолютно идентичный. Также здесь скрывается вот такой вот подвес. То есть можно какую-то веревочку, либо карабин поставить и за него подвесить мультитул. Клипса также шла в комплекте, она съемная. Вот, классный мультитул. Спросите, почему он не на первом месте? А я вам скажу, что в данном мультитуле мне очень не хватает шила. Шилом я пользуюсь часто, нужно ковырять какие-то отверстия, пробивать какие-то отверстия. И не имея шила в данном мультитуле, я часто обламываюсь. То есть я бы лучше вот эту часовую отвертку, которая мне лично нафиг не нужна, заменил бы на нормальное шило. И тогда бы этот тул занял бы, например, второе или даже первое место. Вот такие пироги. Поэтому Laserman Charge классный тул, но только третье место. Итак, второе место. Как вы думаете, что же это за мультитул? Это Victorinox Spirit. Отличный тул на EDC. Прям реально вот в последнее время для EDC мне заходит очень классно. То есть он приятный, многофункциональный, отличный, качественный мультитул. Второе место. Замечательный Victorinox Spirit. Я сначала купил себе вот этот тул, пользовался, и мне ребята говорят: купи вот этот, попользуйся этим, и ты поменяешь свое мнение о мультитулах компании Victorinox. И они были правы. Я купил себе вот этот Victorinox Spirit. И честно, прям он мне очень зашел. То есть на EDC, если раньше я часто гонял либо с Рибаром, либо с Charge'ем, то теперь на EDC у меня как бы их вытеснил мультитул Victorinox Spirit. Очень классный тул, они очень схожи по функциям вот с этим большим Swiss Tool X, но при этом он компактнее, у него намного удобнее рукоятки, потому что вот эти рукоятки, они, во-первых, при такой массе, как я сказал, скользкие, и они мне наминают вот этими краями, наминают мне руку. Вот, а в данном туле рукоятки
Видите, они скруглены немножко, более такие обтекаемые грани у них, и в руку он ложится просто изумительно. То есть вот прям этот мультитул, наверное, один из самых удобных в руке, на мой взгляд. Тоже никаких проблем нет, все очень аккуратно, плавно ходит. Все инструменты доступны тоже снаружи. Сейчас вышла версия с клипсой, то есть можно как на этот мультитул докупить клипсу, и тогда на EDC это будет вообще отличный вариант. Также на большой мультитул тоже можно докупить отдельно клипсу. Она устанавливается в отверстие под штопор, либо идет в комплекте с новыми тулами, у которых есть шпинек. Клипсы мне здесь немножко не хватает. К сожалению, найти в продаже сейчас я ее не могу, но она есть. Картинку вставлю, как выглядит. Если у вас получится найти, к этому мультитулу это вот такой вот вариант будет на EDC. По инструментам. Ну, здесь он абсолютно идентичный набор инструментов, как у большого мультитула, свистул X, напильник с двумя разными уровнями зернистости, открывашка для консервов, отвертка такая вот Philips, дальше вот такая маленькая шлицевая отвертка, далее идут ножницы. Ножницы здесь не такие удобные, к сожалению, как вот на этом большом мультитуле. То есть они довольно-таки толстенькие, у них маленький ход, и какую-то деликатную работу ими сложно выполнять. Те же самые ногти, ими, конечно, можно постричь, но вот этим это делать намного удобнее. Казалось бы, да, мультитул больше, а вот этим ногти стричь не так удобно. Хотя кто-то скажет, зачем стричь ногти мультитулом? Ну, мало ли, вот я вам говорю, что для такой задачи вот эти ножницы мне не очень нравятся, хотя сами по себе они неплохие. То есть, если у вас такой мультитул, к нему лучше докупить маленький классик, маленькие такие с ножничками маникюрными, и тогда проблем у вас вообще никаких не будет. Сюда также вставляется штопор, здесь есть пила, она немножко короче, чем на большом мультитуле, пилит тоже отлично. Дальше вот такой вот отличное шило с крюком совмещено. Вот это, кстати, очень классная штука. Крюком я пользуюсь довольно-таки часто, чтобы что-то снять горячее, например, с костра, либо просто что-то нужно поддеть, какую-то проволоку выдернуть. Крюк тоже классная штука. Шило острое, крутое, качественное. Вот чего мне очень не хватает вот в этом мультитуле, поэтому это второе место. Дальше. Вот такая вот шлицевая отверточка, совмещенная с открывашкой для бутылок и с инструментом для снятия изоляции. Она очень толстая, прошу обратить внимание, то есть ей можно делать какую-то силовую работу, что-то поддевать, что-то открывать. Такая тоже мини-фомочка получается, потому что 10 мм, наверное, 2,5 толщины. Очень мощный инструмент. Далее вот такая вот стамеска. Она даже интереснее, чем на большом мультитуле Victorinox, потому что она имеет вот такой вот угол. То есть, если там просто фаска снята с одной стороны, то здесь вот такая вот заточка с углом. Для снятия изоляции с провода потолще и потоньше. Дальше идет вот такой вот клиночек. В моей версии это плейновый. Опять же, у них бывает версия такой, как, знаете, как для хлеба нож. Такой типа с маленьким серейтором. Тоже кому-то может больше подойдет. Докупив клипсу к этому тулу, он прям очень круто выиграет для EDC ношения, потому что он тоненький. Я сейчас вам покажу. Даже по сравнению с Лезерманом. Он тоньше. При этом функция как бы абсолютно вменяемая. Единственное, чего не хватает, это иногда однорукого открывания. У них вышла новая модель с одноруким открыванием. Здесь вот шпинек такой. Ну, выглядит она, если честно, так себе. То есть она сжирает довольно-таки большой процент от длины клинка. То есть здесь вот примерно вот здесь вот будет этот шпинек. Он и так не особо большой, да, клиночек. А здесь еще шпинек будет такой выпирать. Но вы им вообще ничего не отрежете на самом деле. Ну, это личная моя точка зрения. Реализовали они не так себе. Второе место. Классный мультитул, особенно для EDC, Victorinox Spirit. Ну и вы, наверное, уже догадались, что же у меня может быть на первом месте. На первом месте у меня мой любимый и самый старый мультитул. Это Laserman Surge. Это один из лучших мультитулов именно для каких-то работ. Я им делаю большинство задач там мелких по дому, в гараже, в машине. Очень незаменимый помощник. На самом деле он у меня постоянно ездит либо в машине, либо в рюкзаке. Понятно, что каждый день вы его не поносите в какой-то маленькой легкой сумке. Однако это действительно работяга. Поэтому мое первое место Laserman Surge. Ну и наконец мы добрались до первого места. Думаю, в представлении не нуждается. Laserman Surge. Это большой, тяжелый, функциональный мультитул. Это один из моих любимых мультитулов. Самый старый, на самом деле, у меня в коллекции. Я им делал очень много работ. До сих пор делаю. Часто выручает где-то, потому что даже зачастую, когда есть с собой хороший инструмент большой, мне проще достать из кармана рюкзака вот такой мультитул и сделать работу им. Он такой же покоцанный, тоже сменные губки. Тоже давайте снутри начнем. Здесь
битодержатель для бит Лезермана, открывашка для консервов, совмещенная с инструментом для снятия изоляции. Кстати, небольшой лайфхак, хотите покажу. Как удобно снимать изоляцию. Вот так вот зажимаете сюда провод, чтобы рукой не держать. Вот так вот. И вот так вот снимаете, аккуратно выкручиваете. То есть на ребаре это делать еще удобнее. Ну, на вейве тоже работает. А с другой стороны, вот такие инструменты. Здесь есть шило. Это прям must-have для мультитула. Здесь была большая шлицевая отвертка, но я ее переточил в стамеску, потому что мне стамеска бывает нужна. И маленькая шлицевая отверточка. Так, тут больше ничего нет. Линейка также есть. Здесь линейка. Также есть здесь линейка. Тут, ну, никого не удивишь. Также есть здесь линейка. Линейки нет здесь только на спирите. Здесь линейки нет. На всех остальных линейка есть. Удобно ей пользоваться, неудобно, это уж каждый для себя сам решит. Когда ничего под рукой нет, крепеж, например, я бывает меряю мультитулом. То есть, когда нужен там какой-то саморез отмерить, в магазине стоишь, какой тебе саморез нужен, взял, быстренько отмерил, это полезно. Вот, снаружи доступны вот такой большой серейтерный нож. Довольно-таки мощные ножницы, то есть ими можно делать какие-то силовые работы, резать какой-то толстый картон, линолеум, не знаю, толстый пластик, без проблем с этим справляется. Имеет довольно-таки большую толщину. Ножницы тоже годная штука. Но, конечно, мелкие работы ими выполнять не очень удобно. Далее. Это вообще киллер фича данного инструмента. Ну, сейчас у меня здесь установлен напильник алмазный и с этой стороны обычный. Но фишка этого мультитула, ну, в обзоре у меня уже было, но покажу вам еще раз, то, что данный напильник вытаскивается и сюда вставляется абсолютно любая пилка для лобзика. Также, например, сняв этот инструмент, ну, в отличие, например, от вейва и чарджа, он там несъемный, вы можете этим же напильником аккуратно поправить режущую кромку. Например, у вас нож затупился, взяли, сняли напильник и аккуратненько поправили режущую кромку, если вам это необходимо. Это очень удобно. Ну, сейчас фотку вставлю. Сюда можно хоть вот такую пилу поставить, там, не знаю, по дереву, по металлу, по керамике, по плитке. Абсолютно любую. Можно нож какой-то для резины сюда поставить. Для меня функция съемных пилок очень полезна, я ей пользуюсь очень часто. Поэтому это один из, скажем так, из решающих факторов, почему данный мультитул я ставлю на первое место. Ну и, конечно же, большой такой вот плейновый клиночек. Тоже довольно-таки большой, можно и хлеб порезать без проблем, и обед приготовить, ну, если потом не лень будет чистить сам мультитул, да, от еды. У него тоже съемная клипса, можно при желании снять. Также у него можно достать вот такую вот проушину и сюда что-то вставить, уже какой-то ремешок. Такой вот мультитул, у меня он стоит на первом месте. Напишите, на какое место вы бы его поставили, мне очень интересно. Для меня это один из самых рабочих и удобных мультитулов на данный момент. Ну вот как-то так располагается мой рейтинг топ-5 мультитулов, которые я каждый из них могу советовать к покупке, потому что тулы действительно очень крутые. От вас я попрошу, напишите в комментариях свой топ-5 и почему тот или иной мультитул вы считаете лучшим. Надеюсь, рейтинг вам понравился. Если обзор конкретного мультитула вас интересует, тоже пишите в комментариях. Не забудьте подписаться на телеграм-канал. Спасибо за просмотр. Пока-пока.